Друзья, представляю вам проверенный интернет-магазин Motoring, работает с 2008 года. Это интернет-магазин тюнинга и стандартных запчастей для автомобилей Lada. Доставка по всей России и Казахстану. В нем есть практически все, начиная от двигателей на классику и кончая Lada Vesta, Lada X-Ray. Также есть выхлопные системы, есть рулевое управление и все по подвеске, есть подрамники. Подрамники на Гранту, возможно, скоро поставим. И весь тот тюнинг, который я заказывал для своей обновленной Гранты FL, я заказывал именно с этого магазина. Можете смело заказывать, ссылочки будут в описании. Здравствуйте, друзья! Вновь приветствую на своем канале. Поменяем колодки на обновленной Гранте FL, потому что через год при пробеге 10 тысяч они заскрипели. Взял колодки ТРВ. Сейчас снимем, посмотрим, какие родные стоят на Гранте, почему они скрипят, и поставим вот ТРВ и посмотрим, какой износ за год у родных колодок. Так, ну вот так выглядит диск, пробег 10 тысяч. Сейчас снимем колодки и посмотрим их износ. Так, в итоге вот такие у нас стоят с завода, даже стоят накладки, я так понимаю, чтобы не скрипели. Износ минимален, да, можно в принципе смело было на них ездить еще года 2-3. Толщина накладки хорошая. В принципе, хорошее. Ну, состояние поршня, есть небольшая ржавчина, но за год так и должно все выглядеть. Суппорта не ТРВ, суппорта вазовские, родные АвтоВАЗа, в принципе. Ну и диск с этой стороны тоже неплохо выглядит, еще далек от износа. И вот эти накладки. Ну, немножко оттерли, стоят тир. Такие первый раз я вижу колодки. Ну, видать, АвтоВАЗ поменял поставщика, потому что раньше писали, что ставил ТРВ. Но вот сейчас на Гранту 2019 года идут вот эти колодки TIR 299. Ну, поставим более именитые ТРВ. В плане износа вот так выглядит стоковая, да, не изношенная, и вот так выглядит. Ну, износ, конечно, есть, если вот так посмотреть, да, процентов 10-20. Сейчас поставим и посмотрим, будет ли скрип или нет. Друзья, вкратце, что по итогу. Проехал 10 километров, колодки притерлись, ни единого скрипа нет. То есть получается, что все же вот эти колодки TIR 299, да, это стандартные колодки. АвтоВАЗ на все модели Гранты, на все модификации ставит именно вот данного производителя. Но такое себе, если вы помните, я вот показывал вот эти колодки, там очень много металлической стружки, то есть они очень жесткие. И если вас достанет, как и меня достанет скрип, который появится где-то на втором, на третьем году эксплуатации автомобиля, по-любому появится, то можно смело поставить ТРВ. Поставил, мягенькие, скрипа нет, тормозят отлично. Я бы не сказал, что TIR ужасно тормозили, но вот такие субъективные ощущения, что ТРВ тормозит чуть получше. Поэтому, если не нравится, если появился скрип, если хотите, чтобы тормозная система была более четкая, можете просто поменять колодки. Потому что все же вот как-то TIR, ну не знаю, такое себе. Огромное спасибо, что посмотрели. Всем удачи и пока.